Здравствуй! Давненько не виделись. Сегодня я подготовил подборку забытых мультов с канала, который обожаю всем сердцем. А все потому, что он подарил нам огромную порцию анимации для взрослых. Как ты понял уже из названия ролика, речь пойдет о канале Adult Swim. Что ж, не будем долго задерживаться, приведите ваши спинки в вертикальное положение, пристегните ремни, ведь мы взлетаем. Сразу хочу сказать, что вспоминать мы будем в основном оригинальные мульты или приближенные к собственным мультам канала Adult Swim. Также здесь не будет ни одного аниме, так как в основном все аниме закупались для канала. Ну ладно, окей, одно аниме будет, только потому что оно было создано специально для канала. Мульт выглядит как проект школьника, который только разобрался, как работает Adobe Flash. Home Movies. Домашнее видео. Находится в первой сетке трансляции на канале. Сам мультсериал рассказывает о жизни 8-летнего мальчика Брэндона, который снимает любительские фильмы со своими друзьями Мелиссой и Джейсоном. По большей части они снимают пародийные фильмы, высмеивая голливудские клише. Перестаньте стрелять, хорошо, ребята? Неужели ты не понимаешь? Если вы не перестанете стрелять, меня еще спасут хирурги. Я скажу им, подожди. Действие происходит в неназванном пригороде, а истории затрагивают как повседневные детские проблемы, так и довольно странные ситуации, связанные с их кинопроектами. Важную роль играют взрослые персонажи, такие как мать Брэндона, Пола и его эксцентричный футбольный тренер Джон МакГирк, который запоминается лучше всех. Он является источником множества забавных моментов, а его монологи о жизни, такие как жалобы на одиночество или попытки философствовать, часто переходят в бессвязный бред. Все готово. Вау, невероятно, ты не представляешь, сколько раз я... ты понимаешь? Он очень хорошо понимал подростковые проблемы и прекрасно их переносил на экраны. Каждый из тогдашних подростков видел себя в этих историях, тем самым цеплял внимание и, как следствие, попал именно в ту аудиторию, куда хотел. В основном большая часть диалогов в первом сезоне была импровизацией. Актеры озвучки записывали реплики без строгого сценария, что придавало сериалу естественный и живой юмор. Позже сценарии стали делать более структурированными, но импровизация оставалась важной частью записи. Импровизация помогла создать своеобразные детские диалоги, так как актеры часто опирались на собственные воспоминания из детства, что можно заметить в мульте и не раз. Я ноги, ты руки. Вам должно быть комфортно. Да, но я... Не туго. Туговато вообще-то. Создали сию красоту Лорен Бушер и Брэндон Смол. Да, главного героя зовут также Брэндон Смол. Лорен позже работал над бургерами Боба, где также использовалось много импровизации в диалогах, а Брэндон создал Метапокалипсис. Он также написал большую часть музыки для Home Movies, включая саундтрек к вымышленным фильмам из мультсериала. Его музыкальный талант позже проявится в Металлопокалипсис, где он создал полноценные метал-композиции. Честно говоря, я совсем не помню этот мультсериал. Единственное знакомое пятно — это тренер МакГирк, который где-то я точно видел, но не могу вспомнить где. Home Movies мне напоминает мультсериалы наподобие «Масяни», только бюджеты у проектов разные, хотя выглядят они прям идентично. Анимация в Adobe Flash сразу выдает себя. Мне мульт не особо зашел, даже не знаю, почему его так высоко оценивают. На «Гнилых томатов» у него вообще 100% рейтинг. Возможно, играет большую роль ностальгия, которую я испытать, к сожалению, не смог. All kids out of the pool for Adult Swim. All kids out. Adult Swim. All kids out of the pool. The Brack Show next. The Brack Show next.
Спин-офф одного из популярных шоу, выходящего изначально на CN – The Брак Шоу. Шоу брака. Мультсериал также попадает в сетку первых трансляций на только что открытом канале Adult Swim. Брак-шоу выглядит как ситком с жизненными историями Космо-тигра, его семьи, друзей и знакомых. Место действия – дальний космос, но выглядит все больше как пригород типичной американской семьи. Основной акцент шоу сделан на абсурдном разговорном юморе. Нелогичность происходящего здесь – это, можно сказать, основа. Зачастую подход к написанию шуток как раз и удерживает твое внимание, ведь по большей части анимация здесь минимальна. Двигаются только персонажи, а фон статичен. Тем более фон не просто статичен, он выглядит как коллажик. Будто взяли и вырезали предметы из журнала и решили создать на этой основе шоу. Хотя, как по мне, выглядит это неплохо, особенно для экспериментального Adult Swim. Больно же! Я тебя бракнул. Как тебе это нравится? Мне это не нравится, но я не стану мстить. Также важно отметить, что в мульте появляются различные персонажи из библиотеки мультов Ханна-Барбера. Как я понял, у канала CN были права не только на показ, но и на использование некоторых персонажей. Именно поэтому они не постеснялись впихнуть пару камео и отсылок в мультсериал. Приветствую вас. Я космический призрак. Борец за справедливость. Что ж, рад вас видеть. Такое решение выглядит интересным, учитывая тот факт, что раньше смешивание двух или более франшиз было дорогим удовольствием, а здесь это используется чуть ли не на постоянной основе. Вообще, The Брак Шоу является спин-оффом другого шоу CN – Space Ghost Coast to Coast, о котором я уже и не раз рассказывал в выпусках о забытых мультах Cartoon Network. Так что за более подробной информацией милости прошу в другие ролики. Это мое шоу приключения. Смотрите, это брак. Да, ваш сын преступник. Более важно то, что персонажи как раз и перешли из одного шоу в другое. Ну а также сменился вектор повествования с Late Night Show на ситком. Центральный персонаж – Брак. Он является взбалмошным подростком, которому интересно все и вся. Эдакий СДВГшник нулевых. Другие ключевые персонажи включают Зорока, 40-летнюю моллюскоподобную саранчу, выдающуюся за подростка, с очень сложными чертами характера. Знаешь, Зорок, раз сморгнув, ты положишь конец своим страданиям. Не дождешься. Мама той же расы, что и Брак. Выглядит как карикатурная фигура матери из американских ситкомов 50-х, 60-х годов. Я обещала громовержцу, что ты присмотришь за его рыбкой, пока он будет драться с ордами панцирных. Мам, а как же Ахиллесова пята страха? Отец выглядит как человек и также является карикатурой образа мужчины тех же годов, что и мать. А еще у меня была грива льва. Большая и пушистая копна волос опоясывала мою голову. Зачастую с ними происходят самые смешные диалоги. Он домосед, сыч, который иногда выдает бессмысленные советы, которые никогда не помогают. В основном вокруг них и будут крутиться сюжетки. Шоу было закрыто после 3-го сезона, но Adult Swim объявил о том, что теперь Брак-шоу переходит на рельсы интернет-шоу. В 2007 году был выпущен веб-эпизод Space Adventure, который по факту и стал финалом. К сожалению, дальше эпизодов так и не вышло. У шоу был, так сказать, предшоу, где зритель мог познакомиться с персонажами и стилистикой анимации. Называется оно, вот так оно называется, вышедший в 2000 году, который пародировал запись классических представлений. Скажи, что я занят. Нет, скажи, чтобы зашел через 15 минут. Скажи и то, и другое. Как он отреагирует? Вы все слышали? Фанаты отмечают, что The Брак Шоу был особенно популярен в эпоху раннего Adult Swim, когда такие шоу, как это, задавали тон для абсурдного юмора, который позже стал характерным для Adult Swim. Отзывы на различных источниках отмечают ностальгию и любовь к сериалу, особенно за его случайные сумасшедшие сюжеты. Warning, swimmers. We've got some potential violence, some strong language coming up, and some adult situations. No kids in the pool. All kids under 17 out for Adult Swim. Attention, swimmers. We've got more of the Harvey Birdman mini marathon. It continues. Just keeps on going.
Когда мультивселенная только зарождалась, персонажи этого мульта уже вовсю решали насущные проблемы через суд в мультсериале «Харви Бёрдман. Адвокат». В очередной раз речь идет о спин-оффе «Космического призрака», ну а также мульт из стартовой линейки. Главный герой основан на персонаже Бёрдмана из шоу 60-х годов «Birdman and the Galaxy Trio» студии Ханна-Барбера. Первую карьеру Бёрдман сделал почти 40 лет назад, когда был супергероем в выходившем по субботам анимационном сериале «Бёрдман и Галактическое трио». Он явно пессимист, раз считает, что ему не повезло дважды. Харви Бёрдман – третьесортный супергерой без сверхъестественных способностей и такой себе адвокат. Ну что же, мы не только проиграли дело, но и потеряли право на личную жизнь. Именно поэтому с ним происходят разного рода кринжовые события. Но благодаря смекалке и неординарному мышлению он ловко выпутывается из проблем. В мульте также появляются и другие персонажи из оригинала, однако их характеры и внешний вид немного изменены. И всякий раз, когда он распахивал плащ, он хотел вытащить тот или иной прибор. Согласен? Для защиты нашей Родины. Харви Бёрдман сочетает в себе абсурдный юмор, сатиру на корпоративную культуру, юридическую систему и поп-культуру, а также пародии на классические мультфильмы Ханны-Барбера. Ах да, если вы ждете забытые мульты Ханны-Барберы, то ролик будет. Когда? Точно сказать не могу. Напишите в комменты Ханна-Барбера, чтобы я знал, насколько вас много и насколько большое желание вообще получить этот ролик. Самым большим и основным крючком мульта является то, что здесь используется большое количество персонажей из вселенной Ханны-Барбера. Где-то еще такое видно, чтобы в одном мультсериале появлялись Флинстоуны и герои Скуби-Ду. Правда, не в одном кадре. К Бёрдману приходят уже знакомые нам персонажи и решают какие-то совсем базовые проблемы, которые не выходят за рамки адекватности. А откуда вы знаете? Я был в ее ванне. В роли мочалки. Самая интересная серия, как по мне, первая серия первого сезона, она же пилотная, где Харви представляет интересы доктора Беннона, персонажа из Джонни Квест, в деле об опеке над Джонни Квестом и Хаджи. Серия задает тон всему шоу. Абсурдные судебные процессы, пародии на старые мультфильмы и черный юмор. Джонни Квест здесь изображен как избалованный подросток, а Беннон как безответственный некомпетентный опекун. Скотч. Стэн, но им 11 лет. Конечно. Дальше у нас идет третья серия первого сезона. Харви защищает Шегги и Скуби от обвинений в употреблении котиков. Серия полна отсылок к Скуби-Ду, а также высмеивает стереотипы о поведении персонажей. Вещдок номер 18. Это... И последняя – это шестая серия первого сезона. Харви принимает дело Фреда Флинстоуна о теневом бизнесе. Читай, как в криминальном бизнесе. Эта серия пародирует мафиозные сюжеты, смешивая с каменной вселенной Флинстоунов. Вы арестованы за нарушение закона о рэкете 70-го года. Да. Имеете право хранить молчание. Если присмотреться, то можно заметить, что мультсериал время от времени выглядит по-разному. А все потому, что бюджет был довольно большим. И чтобы хоть как-то сократить расходы, было принято решение просто взять старые кадры из мультов и расположить их по смыслу уже в каждой серии. Дорогой, очень надоело. Ты понимаешь меня? Я перезвоню, мама. Мульт выходил с 2000 по 2007 год, насчитывая 4 сезона и 39 эпизодов, плюс специальный выпуск в 2016 году. В России мульт выходил, естественно, на «Дважды два», с великолепной озвучкой, которая меня лично очень цепляет. Almost there. Reach for it, ladies. No peeking, Betty. Reach for it, ladies. Если у тебя возникло желание поддержать канал, то ты смело можешь делать это на Бусти. Например, как сделал это Александр Зинин. Переходи по ссылке в описании, не стесняйся. C-Lab 2021 next.
Новый взгляд на уже привычный мультсериал от Ханны-Барберы. Такого резкого переобувания в воздухе я еще не видел. А еще и с такими годными шутками этот эксперимент может оказаться самым удачным на канале Adult Swim. Moorlab 2021. Moorlab 2021. Находится в сетке первых оригинальных мультов для канала. Мультсериал является пародией на культовый сериал Moorlab 2020, увидевший свет более 50 лет назад. В пародии все события происходят через год после основных событий предыдущего мультсериала. За это время экипаж станции, расположенный в горе под огромной толщей морской воды, окончательно рехнулся и теперь все свое время посвящает не исследовательской работе, а безделью и безумным приключениям. Да и разве могут что-то открыть бездельники и неудачники? Пошли пивка накатим. Ой, не знаю, Зорок, боюсь. Предки могут напрячься. Потому и предлагаю. Каждая серия Moorlab не привязана сюжетной линией к своему оригиналу, а является отдельной и независимой историей. Поэтому неудивительно, что в конце некоторых из этих историй станция самоуничтожается, а главные герои умирают мучительными и ужасными смертями. А в следующих сериях появляются опять на все той же невредимой станции. Вся жизнь Кидалова. Привет, сироты. Поиграем или как? Отвали. Вообще идея зародилась еще в 1995 году, когда Адам Рид и Мэтт Томпсон, люди, которые еще выпустят не один проект для канала Adult Swim, так вот, они, будучи помощниками продюсера на Cartoon Network, нашли кассету с Moorlab 2020. Они переписали диалоги, подстраивая их под движение губ персонажей, чтобы создать комедийную версию. Примерно как те, кто делал правильные переводы фильмов в 90-х и нулевых. Первоначально Cartoon Network отклонил идею, посчитав ее безыдейной и вообще не смешной. Только через 5 лет проект был одобрен, когда Adult Swim только начинал свое существование. Класс! Штаб-квартира корпорации Бибоп. Ну что, клево, а? Да и как-то не особо вставляет. Здесь используется примерно такая же технология анимации, как и в Харви Бёрдмане, где берутся кадры из оригинального мульта и просто переделываются под новые сюжеты. Главную роль в Moorlab играют диалоги и нелепые сценарии. Именно поэтому смотреть в мульте как бы особо и нечего. Здесь больше нужно слушать, насколько круто и изобретательно здесь могут обыграть ту или иную ситуацию, просто за счет диалогов. Да и еще и наша озвучка получилась очень даже годной, что аж может вызвать некоторые слезы ностальгии. Moorlab 2021 – это яркий пример того, как старый и уже никому не нужный мультсериал можно преподнести совершенно по-новому. Aqua Teen Hunger Force at 11. Легендарный мультсериал, растянувшийся на 11 сезонов, где еда творит сумасшедший беспредел. Команда фастфуд. Aqua Teen Hunger Force. Команда фастфуд, можно сказать, также попадает в список стартовой линейки телеканала Adult Swim, так как вышел на 7 дней позже остальных мультсериалов. Для начала нужно познакомить тех, кто не смотрел, с главными действующими лицами. Речь идет о живых продуктах фастфуда, которые возомнили себя супергероями. Мастер Шейк – язва в прямом смысле этого слова. Он чрезмерно самоуверенный и подлый молочный коктейль. Сам себя провозгласил главой команды фастфуд. Тефтель, какого хрена ты забыл в моем бассейне? Смотри, я мясной буйок. Ну да, у тебя пустота в башке, потому ты и не тонешь. Нашел чем гордиться. Следующий — это Фрай. Летающая красная упаковка картошки фри с бородкой и таинственным кристаллом на спине. Кристалл дает ему различные силы, такие как летать и стрелять лазерами из глаз. Также он самый умный из всех в команде и стремится образумить остальных. Буду с вами откровенен, не нравится мне это. Так это...
Не вросший волос. И последний член команды — Тефтель. Наивный и доверчивый кусок фарша. Часто становится объектом издевательств Шейка. Он может принимать форму объектов, которые видел, в том числе значительно превышающих его по массе. Добро пожаловать на сеанс видеоспиритизма. Дух, живущий в этом доме, появись. Создал их всех доктор Чудило, если судить по полнометражке, в которой показывается происхождение нашей тройки. Ну и, конечно, главный козел отпущения, которому не повезло проживать рядом с нашей командой. Грузин по имени Карл... Удачи по произношению его фамилии. Так вот, он типичный эмигрант, любитель хлебнуть пивка перед телеком. Довольно часто страдает от выхода героев, но больше всего страдает его бассейн. Господи, это что, пираньи? Да, Шейк тоже там. Вообще, изначально команда Fast Food была представлена в другом шоу, о котором уже не раз упоминалось. Space Ghost Coast to Coast. Там у мастера Шейка и Фрайлока был немного другой дизайн и характер, а также они были больше талисманами быстрого питания, которые топили за то, чтобы подростки меньше голодали. Завязки сюжета как таковой здесь нету, ведь каждый эпизод — это отдельная история, не связанная с другими сериями. Хотя изначальная идея была в том, что наша команда будет заниматься расследованиями каждую серию, а также решать нерешаемые дела. Однако уже в 3-м сезоне и далее от этой идеи решили отказаться в угоду развития токсичных отношений среди персонажей. Как я понял, зрителям все же больше нравились разборки между героями, нежели какие-то логические сюжетные повороты. Брось, Карл, он всего лишь пес. Видишь? Просто песик. Да. Я всего лишь пес. Посмотри на него. В первых 2 сезонах начало всегда повторялось. Мы видим замок доктора Чудилы на побережье Джерси. Доктор Чудило — сумасшедший ученый, который одет в яркую одежду, сильно напоминающие костюмы глэм-рокеров. Любит создавать совершенно бесполезные вещи, известен неадекватными выходками. Отрубите мне голову с такой силой, чтобы кровь брызнула из шеи мощной струей. Помогает ему Стив. Рыжеволосый чел, одетый в лабораторный халат. Часто становится жертвой неудачных экспериментов доктора Чудилы, в некоторых случаях даже умирает. Так вот, серия начинается с них, и нам представляют какого-то монстра или изобретение. А после оно каким-то образом связывается с расследованием команды Fast Food. Кто вы и что делаете в нашем доме? Мне надо было пробиться к этому свету, он сводил меня с ума. Здорово, да? Да, здорово. Разве? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, при чем тут привязка Аква. У меня только одна мысль. Возможно, это связано с тем, что они часто зависают у Карла в бассейне. Ну и все. В последующих сезонах никаких вступлений не было, ну, кроме заставки, но это другое. Также важным изменением было то, что мульты меняли свое название, начиная с 8-го сезона. Например, Aqua Unit Petrol Squad 1, Aqua Something You Know Whatever, Aqua TV Show Show, Aqua Teen Hunger Force Forever. Последний и является финалом шоу. Однако позже создатели все же выпустили уже точно последний 12-й сезон, который насчитывает 5 эпизодов. К сожалению, на русском я его так и не нашел. Перед 12-м сезоном Adult Swim какое-то время публиковали короткие выпуски на YouTube. Прозвали все это Aquadonk Side Pieces. В основном они были сосредоточены на злодеях мульта и также не имели сильной смысловой нагрузки. Ну а в 24-м году было объявлено, что мульт окончательно отменен и возвращения ждать не стоит. Да, детка, вяжи, вяжи. Еще, рядочек, Ты спустил мои петли. Еще как спустил. Важно упомянуть, что в 2022 году вышел еще один полнометражный мультфильм. По сюжету там снова происходит какая-то дичь. После распада команды борцов с преступностью, Тефтель и Мастер Шейк изо всех сил стараются выжить в негостеприимном мире. А Фрай работает на технологического магната Нила, являющегося генеральным директором корпорации Amazin. Нил, расстроенный из-за своего низкого роста, использует навыки технического эксперта Элмера, чтобы создать специального робота, который сделает его самым высоким человеком на планете. Тем временем Фрай узнает о коварном плане руководителя заменить рабочих на полностью автоматизированные заводы, где не будет нужды в ручном труде. Идеи Нила о массовом сокращении сотрудников и создании робота вызывают значительное беспокойство у Фрая, который решает заручиться помощью Тефтеля и Мастера Шейка, чтобы остановить деятельность алчного магната. Если рассматривать мультфильм как нацеленный для фанатов, то сойдет. А если ты не шаришь, то можно смело пропустить. Что это с тобой? Сортир расплавился. Надо же куда-то ходить. Команда Fast Food — это не просто мультсериал. Это культовый феномен, который навсегда оставил след в мире абсурдного юмора, показав, что анимация может представлять собой абсолютно любую форму. С вами был Акр, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Twitch и еще куда-нибудь, пожалуйста, из жалости загибаюсь, я блогер категории «И».
Если ты уже 10 лет пытаешься найти мультфильм, но все никак не получается, то именно для тебя создана группа в телеге, где мы ищем потерянные мульты. Также подписывайся на мою телегу, там появляются различные новости канала и не только. Недооцененный мультсериал с ярчайшим стилем, который мог и не увидеть свет. Mission Hill. Mission Hill. Мультсериал большинству запомнился своим выделяющимся визуалом и прогрессивными темами на то время. Создали его Билл Оукли и Джош Уэйнстайн, ранее работавшие над «Симпсонами». Они привнесли щепотку семейности, что, несомненно, придавало баллов мульту. О боже! Кто же остался в библиотеках и магазинах компьютерных игр? Да, Тина? По сюжету нашему главному герою Энди не хватает брутальности. Молодой человек все свое свободное время посвящает живописи. Пока что научился идеально рисовать лишь карикатуры. Зарабатывать на этом не удается, но он не отчаивается. В его личной жизни не меньше проблем. Девушка желает получить все и сразу от своего молодого человека, но не может. У него нет отдельного жилья, а эксцентричные соседи не всегда позволяют нормально расслабиться. А тут еще как снег на голову родители нагружают младшим братом. Теперь ему нужно воспитывать, заботиться, смотреть, чтобы он не попал в плохую компанию или еще чего похуже. Ладно, вы двое. Я сейчас остановлю машину. Что? Не хотел прерывать ваш спор. Как это все совместить со своим графиком, непонятно. Тем временем начальство бунтует. Не хватает им, чтобы молодой человек все свое свободное время посвящал работе. Если сейчас его уволят, значит платить за комнату будет нечем. Он еще не знает, как будет выкручиваться из этой ситуации. Старательно пытается сделать все, чтобы не пасть духом. Я все объясню. Ей стало плохо. Поэтому она разделась. Младший брат ему то помогает, то начинает неистово бесить своими поступками. Они часто ссорятся, но всегда находят выход даже из самой трудной ситуации. Другими словами, нас ждет история взросления через призму повседневных проблем. Большой заслугой можно назвать визуальный стиль. В некоторых моментах он очень яркий, а ночью может выглядеть совершенно иначе по цветам. Напоминает старенькие комиксы. Наверное, выпил немного. Забудь об этом. Мне станет легче, если я посмотрю. Изначально Mission Hill вообще был куплен Warner Bros. Только вот показывали его буквально 2 эпизода, а после решили прикрыть из-за показа гейской пары. На то время это было табу, но очень странно, ведь в мульте это показано настолько вскользь, что даже не придаешь значения. Ну и что дальше? Да все просто, тогда только открылся канал Adult Swim, который с радостью принял мультсериал в свои ряды. И не зря. Мультсериал получил огромную любовь зрителей, что сегодня о нем вспоминают с трепетом. О, да. В последний раз я щупал такую попку, когда был президентом Эйзенхауэр. О, черт, нет! Вышел всего 1 сезон, в котором было 13 серий, хотя планировалось 18. Все невыпущенные эпизоды имеют сценарий в открытом доступе. Один из невыпущенных эпизодов даже считается самым трогательным по сравнению с другими. Это 16-й эпизод под названием Crab Gets in Your Eyes или Pretty in Pink. На ютубе есть его полная раскадровка, читка голосов озвучки с реакцией зрителей. По сюжету главный герой Энди переживает расставание со своей девушкой, и на этой почве будет происходить пара забавных гэгов, которые приведут наших героев к хорошему концу. Обидно, что с мультсериалом так обошлась компания, а ведь могло получиться неплохое шоу о тяжести взросления. Следующий мультсериал показывает, что быть не такусиком совсем
ламповый мультпевец с вами Йогостар, и я рад принять участие в этом ролике. Ведь на самом деле Adult Swim, как и весь Cartoon Network, является очень интересной темой. Эта студия всегда старалась сделать мультфильмы, выделяющиеся среди всех конкурентов того времени, при этом создавая где-то полный трэш с хорошим сюжетом и проработанными персонажами. И я думаю, что облонги к этому описанию хорошо подходят. Облонги были выпущены в 2001 году создателем Ангусом Облонгом. Мультфильм создавался как продолжение книги «Жуткая Сьюзи» и 13 других трагических рассказов для проблемных детей. Прям с языка отскакивает. Ангус с детства увлекался иллюстрациями и хотел выпускать на продажу свои книжки, но потерпел неудачу. Но тут на его рисунки наткнулась британская компания, от чего дало ему зеленый свет и позволило выпустить ту самую книгу. Затем Warner Bros. Вместе с Adult Swim начали сотрудничать с Ангусом и сделали мультфильмы по его персонажам. Облонги — это ситком, рассказывающий про семейку, которая имеет проблемы со здоровьем из-за того, что они живут в бедном районе под названием Долина, так еще и рядом с токсичными отходами, так как на нормальный дом у них денег нету. Но даже несмотря на это, они продолжают быть дружной и, самое главное, любящей семьей. Погуляем вместе. Мультфильм состоит из 13 эпизодов, где у облонгов могут быть стычки как между собой, так и с богатыми персонажами из района под названием Холмы. Но в конце серии все хорошо заканчивается, и герои делают выводы из того, что с ними приключилось. То есть мне нужно жениться на папе? Как вы поняли, все персонажи тут разделены на богатых, которые живут в холмах и имеют такой аккуратный вид. Они не выделяются ничем и являются карикатурой на людей без индивидуальности, и бедных, которые живут в долине, и каждый уродлив по-своему. Самый выделяющийся — это, конечно же, облонги. Отец Боб, у которого нету ни рук, ни ног, но всегда остается позитивным. Мать Пиклз, не путать с собакой. Она жила раньше в холмах, но полюбив Боба, они переехали в долину, из-за чего у нее стали выпадать волосы, и в конечном счете она облысела. У тебя классные волосы. Дарю. Но в целом, можно сказать, она самая здоровая среди всей семейки. Сиамские близнецы Чип и Биф. Хоть и не срослись, но каждый из них с индивидуальным характером. Биф, как бы мягче сказать, любит слушать песню «Голубая луна» только из-за Бориса Моисеева, а Чип не разделяет его вкусов, так как желает оставаться традиционной ориентации. Но они привыкли к такой жизни, и даже если и ссорятся, то тут же и мирятся. Младшая сестра Бет. Единственное, что происходит с ней, это большая шишка на голове. А так в целом, как и Пиклз, здорова. Сама по себе она очень милая и добрая. Я люблю тебя, папочка. Ну и главный среди всех — это Майло. У него имеется много психологических болезней, от чего приходится пить много лекарств. Также он очень добрый. Майло готов помочь не только семье, но и своим друзьям, которые тоже не без изъяна, как и большая часть персонажей, живущих в долине. На самом деле все это неспроста. Ангус всегда любил рисовать карикатурных и, как сам говорит, уродливых персонажей, как он сам. В детстве у него не было друзей, и все издевались над ним. Поэтому в этих иллюстрациях он находил свою отдушину и себя. При создании книги и облонгов он использовал этот же метод. Поэтому все персонажи получились такими карикатурными и отличающимися. Клевый чепчик. Для меня этот мультфильм показался жизненным. Я, можно сказать, в школе был таким же ребенком из долины, среди всех детей из холмов. Надо мной все издевались и всегда дразнили меня. У меня всегда было отставание среди сверстников, и было крайне тяжело учиться. Поэтому я даже и полюбил облонгов. Давайте наваляем ему. Мультфильм, конечно, провалился из-за низких рейтингов, но Ангуса это никак не расстраивало, потому что не хотел постоянно спорить с директорами по поводу, какими должны были получиться облонги. Вообще, по концепции Ангуса на главной роли должны были попасть Майло вместе со своими друзьями, но вышестоящие люди сказали нет и приказали сделать мультфильм про семью. Вначале Ангус был как сценарист, но затем перешел чисто в анимацию, а все идеи, которые он говорил, были реализованы только на 10%. Поэтому Ангус считает, что это не его мультфильм, но весьма короткий и хороший. С чем я полностью согласен. 13 эпизодов были просмотрены на одном ходу и получено много удовольствия. Так что если вы не смотрели облонгов, то можете глянуть. Ну все, я не буду затягивать, возвращаю микрофон. Что здесь происходит? Гениальный мультсериал, обогнавший свое время. Братья Вентура. Cartoon Network представляет Братья Вентура.
Изначально мультфильм не сыскал какой-либо популярности у зрителей. Причина простая. Первый сезон был в основном пародией на старые приключенческие мульты, вроде Джонни Квеста. Простые истории, прямолинейные герои и масса отсылок. Все это выглядело как забавный, но одноразовый эксперимент. Однако позже, уже во втором сезоне, мы получили что-то невероятное. Персонажи начали жить. Они помнили события прошлого, менялись, эволюционировали в зависимости от эмоционального контекста и жизненных испытаний. В отличие от большинства ситкомов, где герои остаются статичными масками, братья Вентура перевернули жанровые каноны, что и обеспечило им верную армию поклонников. Внимание, ваша почка удалена. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Ради всего святого, неужели опять? И несмотря на то, что мультсериал является довольно популярным, многие все же о нем не знают. Поэтому давайте я расскажу вам немножко про сюжет. Итак, сюжет крутится вокруг двух братьев: Хэнка, саркастичного придурковатого клоуна, и Дина, задрота, которого хочется обнять и успокоить. Хотя, по правде говоря, их личные истории теряются уже после первого сезона, уступая место куда более интересным персонажам. Настоящее лицо сериала — их отец, доктор Тадеус Вентура, или просто Расти. Ученый-неудачник, вечный заложник наследия своего легендарного отца, Джонаса Вентуры. Расти — это трагикомическая фигура, рок-звезда, которой не суждено было взойти на сцену науки. Он то и дело пытается соответствовать идеалам прошлого, но каждый раз терпит фиаско. Рядом с ним Брок Самсон, их телохранитель и машина для убийств в стиле 80-х. А позднее на его место приходит сержант Хатред, бывший злодей, решивший исправиться, пусть и с весьма сомнительным прошлым. Также стоит упомянуть Хелпера, помощника робота, который, как ни странно, оказывается едва ли не самым здравомыслящим персонажем. Но настоящая звезда шоу — Монарх. Когда я очнулся, меня окружали самые очаровательные бабочки-монархи. Они сразу отнеслись ко мне как к родному. Они стали моими приемными родителями. Злодей, вдохновленный бабочками, и обладатель глубокой личной драмы. Сначала он кажется фарсовым, нелепым врагом, но по мере развития превращается в одного из самых многослойных и трагичных героев сериала. Его отношения с Шейлой, известной как Доктор Герлфренд, отдельная история. Она сексуальна, элегантна, носит наряд в стиле Жаклин Кеннеди и при этом говорит низким мужским голосом. Их любовная линия мрачная, трогательная и ироничная одновременно. Также у Монарха есть один очень клевый приспешник по имени 21. Будучи обычным пухленьким мальчиком на побегушках, к концу сериала он превращается в настоящего бойца и фактически становится единственным настоящим приспешником своего лидера. По большей части в мультсериале довольно много времени уделяется второстепенным персонажам и их историям, но они появляются не просто так, чтобы растянуть хрон, а в большей степени имеют интересные личные истории, которые так или иначе помогают Расти и его окружению понять и принять различные внутренние конфликты. Дин! Проснись! Тебя загипнотизировал этот маг! Нет, я просто слишком резко встал. Ну и вдогонку, они все очень прикольные и комичные, что идет мультсериалу только на пользу. Если начать копать, то здесь можно найти уйму персонажей, которые имеют свои прототипы образов из комиксов и поп-культуры. Доктор Орфеус, например, это Доктор Стрэндж для бедных. Барон Вернер — Виктор фон Дум, если бы он снимался в комедиях. Кокетка Молотова — стопроцентная черная вдова из Марвел. Кстати, на нее делается довольно много косплеев. Доктор Энтмен — очевидно Человек-муравей, в то время как Коричневый вдовец — пародийный Человек-паук. Капитан Саншайн — это микс Бэтмена и Супермена с комичной динамикой между ним и Чудо-мальчиком. Красная смерть — отсылка на Красного черепа, Синий Морфа — привет зеленому шершню. Генерал Трейстер — Красный Халк в мире Вентуры, а Широкий Вейл — явная отсылка к Кингпину. И это еще не все. В мультсериале огромное количество персонажей. Пиши в комментарии персонажей, которых я не назвала. Я отомщу тебе, Доктор Вентура! Мультсериал закончился отдельной полнометражкой под названием «Лучезарная кровь. Сердце бабуина». Немногим он был понятен, особенно не фанатам, так как мультфильм ориентировался на то, что зритель уже готов к лору и ему не нужно будет объяснять многие аспекты. Однако именно для фанатов мульт стал подарком, который закрывал большинство нерешенных вопросов. Хотя меня лично он не смог удивить и было ощущение потерянного времени. Как по мне, лучше бы продолжили рассказывать короткие истории в сериальном формате, хотя ходит мнение о том, что все, кто работал над мультом, просто-напросто устали от него и решили заняться чем-то новым. И здесь я их очень сильно понимаю. Да что за... Тем не менее, всем, кому нравится сатира и черный юмор, мультсериал «Братья Вентура» залетит как горячие пирожки. Но предупреждаю, лучше начинать смотреть со второго сезона, потому что именно там начинается развитие мира и лора «Братьев Вентура». У нас вьёменский инцидент, надо срочно предпринять меры. А? Или что? А, все нормально. Фу, слава богу. Ну, тогда мы продолжаем. Пародия на все детективы 70-х в одном мультсериале.
Строкер и Хуп. Строкер и Хуп. Главные герои – частные детективы Джон Строкер и Хуп, а также их говорящий автомобиль по имени Тачка, или его еще называют Double White. Я Хуп, а это мой напарник Строкер. Запомни, детективы не геи. Так вот, они берутся абсолютно за любые дела. Свою работу они выполняют, прибегая к различным уловкам. Правда, какого она качества, лучше не знать. Ни одно дело не пылится на полках. У всех расследований стопроцентная раскрываемость. Во всех начинаниях им помогает талант, мудрость и мужество. Каждый из них является дополнением к товарищу. Созданная ими говорящая машина не упускает ни одной мелочи. Она способна найти все и везде, особенно когда не просят. Катрина, знаешь, я могу вычислить твой вес. У меня в сиденьях весы. Мне не нужен мой вес. Ей не нужен вес, Тачка. Би-бо-бум, а? 79. Это не точно. Мульт высмеивает клише детективных шоу 70-х, 80-х. Например, «Тачка» — это прямая отсылка к говорящему автомобилю Кит из «Рыцаря дорог». Вышел всего один сезон, хотя планировался второй. Но из-за низких рейтингов дальше переговоров дело не пошло. Как по мне, мультсериал какой-то вяленький, не особо цепляет. Даже если здесь и можно выцепить отсылочки, какого-то вау-эффекта почему-то не вызывает. Отлично, читайте. Я даю разрешение компании «Дикие девчонки Продакшнс» на использование этих кадров по всему миру в любом формате. Странно, но многие любят этот мульт. Возможно, именно за пародийный вайб детективных передач. Ну и, конечно же, за смелые высказывания на поприще прилизанных однотипных мультов с других каналов. Один из самых странных и непонятных мне мультсериалов, выходивших на Adult Swim. Идеальная прическа навсегда. Суть мульта очень простая и не имеет никакого смысла. Все происходит вокруг молодого мальчика по имени Джеральд. В оригинале его зовут Джеральд Болт Z, тем самым делая отсылку на Dragon Ball Z. А как мне добиться того, чтобы волосы стали идеальными? Садись, племяш. Так вот, он отправляется в путешествие, чтобы найти идеальную прическу, которая остановила бы его преждевременное выпадение волос. За помощью он приходит к мудрецу дяде Деда. Нет, другому дяде Деда. Он впаривает ему какую-то дичь о том, что нужно найти свой путь и так далее. Типичное клише, ничего более. Обычно рядом с ним всегда крутится помощница Бренда, которая выглядит точь-в-точь как фантазия 40-летнего девственника. Вот черт, ты глянь, ты только глянь. Во время путешествия Джеральда к нему присоединяется много странных компаньонов. Например, хот-дог, говорящее дерево, или его еще прозвали дерево неуместных шуток, говорящее торнадо, молодой человек, жираф, которого озвучил, кстати, МФ Doom. Иногда появляется бог аниме и космический призрак, да, о котором уже говорилось и не раз за этот ролик. Противостоят ему Койфио и его помощники. Зачастую это Кэтмен, мужик в костюме кошки. Койфио выглядит почти так же, как дядя Деда, только с притчей до потолка. Или это из-за его обуви? Причин, объясняющих, почему он решил охотиться на Джеральда, 0. Ненависть к нему никогда не раскрывалась в мульте. Ты не голый. Дядя-дедушка уходит. Блин. В мульте намеренно происходит какой-то рандомный и необъяснимый хаос, который начинается ни из-за чего и также ни к чему не ведет. Вообще, я очень люблю странные и непонятные большинству мульты, но тут Perfect Hair переплюнул всех. Кстати, я хотел добавить его в другой ролик 10 самых шизанутых мультов, но решил поберечь его именно для этого выпуска. Кто не видел, милости прошу. Тем более, мне пришлось его перезалить из-за различных нарушений, что повлекло за собой падение просмотров. Так что я буду очень рад, если вы посмотрите его. У этого чуда должен был быть еще второй сезон, но, слава богу, остановились на одном. В нашем переводе есть только 5 серий, в оригинале их 6. Куда подевалась еще одна, неизвестно. А также еще выходили дополнительные серии в разные года на 1 апреля. Так сказать, пощекотать хотелки фанатов. Если ты смотрел и шаришь за все это, то напиши об этом в комменты, что это вообще такое. Честно, у меня понять так и не получилось.
Не всегда на Adult Swim были хиты. Есть место и провалам, которые оценили лишь единицы. Том идет к мэру. В округе Джеффертон все отлично. Том идет к мэру. В центре событий два дурачка. Ничем не приглядный 30-летний мужчина по имени Том, у которого много интересных идей по улучшению города. И мэр, такой добродушный, слегка глуповатый правитель провинциального городка, который превращает все его идеи в хлам. Безопасность детей должна быть приоритетом номер один. Ну, конечно. И не забудьте, родители, только мы с вами можем запугать детей. Том, оставив свой родной город, переехал в провинциальный американский городок Джеффертон. Каждую серию главный герой отправляется к мэру, чтобы предложить ему несколько своих идей по развитию. Как ни странно, мэр принимает все его идеи и остается весьма довольным новым жителем пригорода. С этого момента и начинается приключение. Махинации, взятки, сговоры, подставы – все это будет происходить в каждой серии «Том идет к мэру». И шар был слишком сильно перегружен. Мне пришлось принять тяжелое решение. Понимаешь, я был вынужден выбросить тебя за борт. Из-за этого ты оглох. Кроме идеи, мультсериал отличается и своим качеством. Его герои создавались на основе фоток актеров, которые обрабатывались в фотошопе. Персонажи не шевелят губами, на лице не видно мимики, они практически не двигают руками и ногами. После выхода мультфильма на большие экраны его окрестили бюджетной анимацией с уникальным эксклюзивным стилем. Также довольно часто здесь появляются вставки с реальными съемками, либо с очень странными коллажами. И идея мульта принадлежит Тиму Хайдекеру и Эрику Верхейму. Они же и сыграли главные роли в мульте. Позже они создадут еще одно шоу Tim and Eric Awesome Show Great Job. Шоу представляет собой набор скетчей и различных зарисовок. Не пропустите захватывающее открытие выставки, где гость выставки принц Чарльз произнесет речь. Принц Чарльз! Если взглянуть на мнение из интернетов, то можно понять, что лагерь делится ровно пополам. Тем, кому нравится мультсериал, и тем, кому категорически нет. Я из числа последних. Посмотрел, что-то как-то шутки не цепляют, да и анимация скудная. Понимаю, что сделан здесь акцент по большей части на диалоге, но и тут мне показалось все слабоватым. Одно меня порадовало безусловно. Очень классная озвучка Дмитрия Пучкова, а.к.а. Гоблин. А если вам интересна культура различных стран, то в этом вам поможет проверенный сервис по покупке дешевых авиабилетов Aviasales. С помощью Aviasales вы сможете отправиться в любую точку мира по ссылке в описании. Этот мультсериал, хотя и мультсериалом этот сложно назвать, это больше... телешоу, которое может вас как развеселить, так и вызвать у вас дискомфорт. Робоцып. Оно живое! Если ты не знаешь, что такое робоцып, то мне тебя очень жаль. Ничего страшного, ибо скорее всего тебе еще предстоит сдавать ЕГЭ. Позволь, я расскажу тебе немного основной инфы, чтобы у тебя сложилось представление об этом шоу. Робоцып — это набор коротких скетчей с покадровой анимацией, где фигурки оживают в самых нелепых ситуациях. В основном шоу пародирует фильмы, телешоу, видеоигры и знаменитостей. Кажется, нет такого персонажа из поп-культуры, на кого бы не сделали пародию робоцып. Опять дерьмо. В прошлый раз я подарил часы, которые превращали меня в пришельцев. Тогда тебе было 10. А сейчас тебе 14, и подарки более взрослые. Большинство скетчей представляют из себя мрачные пародии, в которых происходит микс двух элементов поп-культуры. Схема довольно простая, берут что-то милое и невинное и смешивают с жестким и взрослым. Например, Марио и Луиджи отправляются в Вайс-Сити. Мамма мия! Луиджи, мы неплохо прокачан точку-то. Или Бивис и Батхед присоединяются к юным титанам. Мы явно уступали числом команда, так что я взял в команду 2 новичков. Да. А команда Скуби-Ду встречается с Джейсоном. Блинский! Лучше Шеги, чем меня. Всего вышло 11 сезонов и 220 эпизодов без учета спецвыпусков. Еще одним плюсом этого мультсериала я бы отметил то, что несмотря на то, что весь мультсериал строится на том, что он высмеивает поп-культуру и
в большей части это американская поп-культура, вам не обязательно знать всю подноготную, досконально следить за новостями американского шоу-бизнеса, телевидения, потому что юмор здесь достаточно простой, и он на поверхности. Я убил сотни во имя Господа нашего. А чё я? Я сам обалдел. Создателями шоу являются Сет Грин и Мэтью Синрайт. За основу они взяли старенький журнал о фигурках под названием Toy Fair. В то время это был единственный источник информации об экшн-фигурках и всему подобному. В нем публиковались различные новости, релизы новых фигурок, а также обсуждалась редкость того или иного персонажа по франшизе. Стоит упомянуть, что на некоторых страницах были юмористические комиксы с теми самыми фигурками. И если присмотреться, то они очень сильно напоминают фигурки из Робоципа. Ваша скорость 560 км в час. Таки остановила. Ну да, но это полоса с шипами. Нельзя было сначала предупредить. Плюс к этому Сет Грин и сам является огромным фанатом экшн-фигурок. У него дома их миллион. Так вот, как-то раз Сет Грин связался с Мэтью Синрайтом, одним из редакторов того самого журнала, для того, чтобы поучаствовать в создании короткометражки нового шоу. Изначально оно называлось Sweet G, и в принципе было очень похоже на Робоцип, но с меньшим возрастным рейтингом. И здесь сразу заметно, что работали ребята, видимо, за пачку сухариков. Однако все же в этом можно было разглядеть потенциал, который они впоследствии направили в нужное русло. И как это обычно бывает, никто из адекватных каналов не хотел вкладываться в сомнительное шоу. Естественно, кроме Adult Swim, где зрители встретили Робоципа с распростертыми объятиями. Ужасно! Стивен Тайлер уже столько лет в завязке. Я должен написать гневное письмо. Самой главной отличительной чертой шоу являются те самые игрушки, которые очень сильно выделяются на фоне остальных. По рассказам производителей кукол, у них есть сотни элементов на любой вкус и цвет. В основном они закупают популярные фигурки, но если такой возможности нету, тогда создают сами. Что не есть good. Со временем, конечно, стало легче, особенно с появлением 3D принтера. Как тогда, так и сейчас, им в любом случае приходится просто менять головы с телами из-за ограничений структуры фигурки. У Сета Грина, кстати, тоже есть своя фигурка, которая использовалась в шоу и не один раз. Алло, Сет, дорогой, ты на вручении Оскаров? Нет, мам, по телевизору смотрю. А почему ты не на вручении Оскаров? Потому что, мама, меня не номинировали. Когда ты уже начнешь снимать престижное кино? Я горжусь тем, что я делаю. Потом я читал какие-то факты о создании Робоципа, и я помню, там указали, что несмотря на большую команду, огромное количество специалистов, в сутки они снимают в среднем минуту, по-моему. Минуту или 30 секунд, то есть вы представляете. А бывает вообще ничего не снимают, то есть все уходит в брак. Мнение хочешь? Это ужасно. Так что да, тут ребятам респект, потому что процесс довольно сложный. В России Робоцип появился на телеканале «Дважды два», где к озвучке был привлечен Дмитрий Гоблин-Пучков. В основном именно из-за его характерной манеры озвучки многим и зашло шоу. Чего только стоит мем «Вот это поворот», который известен только в наших широтах. Также ходит мнение, что Робоцип стал более популярен в России, нежели на Западе. Хоть шоу закончилось в 2022 году, в России и СНГ люди очень любят пересматривать старые эпизоды. Лично мне в шортсах частенько попадаются забавные вырезки, которые я смотрю с большим удовольствием. Я приветствую вас, могучие рейнджеры. Как вас зовут? Ах да, чуть не забыл. Сет Грин в недавнем интервью сообщил о том, что новый сезон Робоципа все-таки не выйдет. Однако уже летом этого года планируется спешл к 20-летию шоу. И скорее всего, специальные выпуски будут радовать нас и в будущем. Пол-литровая мышь. Всем привет! Это подкаст Попсани, и мы расскажем вам про то, почему «Пол-литровая мышь» — это шедевр и скрытый бриллиант. «Пол-литровая мышь» — это сюрреалистичный, абсурдный и специально запутанный мультсериал, в котором сложно выделить четкую сюжетную линию. Но если попытаться обобщить, то история вращается вокруг Фицджеральда, мыши-алкоголика, живущего в мрачном полуразрушенном мире. Фиц ведет бесцельную жизнь, постоянно пьет пиво и ввязывается в странные ситуации. В первой серии его обвиняют в поджоге бара, после чего он начинает метаться между попытками разобраться в происходящем и полным пофигизмом. Постепенно выясняется, что Фиц каким-то образом связан с таинственной организацией, которая занимается чем-то непонятным и, скорее всего, нелегальным. И с каждой серии к этому хаотичному действию присоединяется все больше странных персонажей. Придется найти работу, чтобы скрыть то, что мы грабим банки. Но сперва мне надо выпить.
Фитц то скрывается от кого-то, то сам кого-то преследует, попадает в плен, сбегает, пьет, а иногда просто сидит в баре, обсуждая бессмысленные вещи. Временами кажется, что он часть какого-то большого заговора, но детали намеренно размыты и непонятны. Я в конце так и не понял, была эта история реальной, галлюцинацией Фитца или просто метафорой и сюром ради сюра. Некоторые сюжетные линии обрываются, другие зацикливаются или ломают хронологию событий. Сэр, извините, здесь нельзя парковать танк. Сэр, здесь нельзя парковать танк. Извините, сэр, здесь нельзя парковать танк. Извините. Это такой сериал, который наглядно показывает, в принципе, что такое сюрреализм и что такое вообще поток сознания. Потому что некоторые последовательность событий похожи на запутанные мысли перед сном. Основной сюжет, он включает в себя, как ты сказал, теорию заговора, вообще апокалипсис в какой-то момент вообще там какое-то спасение мира. На самом деле основной сюжет, он тут есть, но для того, чтобы его разглядеть, придется продираться через тернии абсурда, как и самому Фитцу, который тоже не всегда понимает, что происходит, и он тоже не может разобраться, где реальность, а где его сны. Он периодически об этом говорит, что я вижу странные сны, я не понимаю, что из этого что. Должно быть божественный корн-дог. Похоже, он хочет горчицы. Тут, наверное, главное не пытаться осмыслить то, чего ты не можешь, а просто плыть по волне. Я прекрасно тебя понимаю, потому что это один из самых странных и хаотичных мультсериалов, которые мне довелось увидеть. После первого просмотра, а я его посмотрел впервые, потому что в подростковом возрасте мультсериал меня отталкивал, я остался в совершенно смешанных чувствах. С одной стороны, меня зацепила его мрачная и сюрреалистичная атмосфера, а с другой я до конца так и не понял, что я вообще только что сейчас посмотрел. Я тоже, кстати, смотрела впервые. Я до последнего откладывала вообще просмотр, потому что я думала, что это просто абсурдные зарисовки ради абсурдных зарисовок. Может быть, помнишь, был в интернете мем про лам Карла? Это было. Я думала, это что-то из этой серии, но на самом деле я была мега удивлена тому, что там действительно есть сюжет. Это такой постмодернистский мультфильм, который осмысляет то, что вообще такое реальность. И вообще сюжеты про теорию заговора, если честно, это имба. Ты просто не можешь в какой-то момент оторваться, потому что у тебя есть вот эти странные клиффхенгеры, которые не дают тебе оторваться до последней серии, чтобы узнать, что же там вообще происходит. И я так и не узнала. Как и я. И как это все выглядит. Анимация грубая и почти нарочито кривая. Диалоги обрывистые, а сюжет словно собран из случайных кусочков пазла, как мы только что и выяснили. Да, трудно представить сериал, который настолько четко, знаешь, отсеивает аудиторию одним лишь своим визуальным стилем. Если вам кажется, что такая рисованная геометричная мышь, она не может дружить с реалистичной шиншиллой, у которой в лапах джетпак, то вам точно не по пути с этим сериалом. Но если вам это визуально кажется чем-то прикольным, стильным, если вы готовы дать этой анимации шанс, то можно увидеть, насколько на самом деле у этого мультфильма стильный визуал. Ну, отличная бабочка. Спасибо. Ты должен ее надеть. Мне очень нравится. Надень немедленно. Если вы посмотрите хотя бы одну серию, вы не забудете ни одного персонажа, который там есть. Потому что часть этих персонажей — это же буквально геометрические фигуры. И мне понравились вот эти моменты, когда сериал балансирует между черным юмором, хаосом, как ты сказала, и настоящей меланхолией. Эти сцены в баре, разговоры со второстепенными персонажами и внезапные вспышки насилия. Вот это все создает уникальное, почти гипнотическое впечатление, заставляет смотреть дальше, как на произведение искусства, которое ты отчаянно пытаешься понять, но у тебя никогда не получится. Привет. Бар закрыт. Я не уверен, что я уловил все смыслы. Возможно, здесь есть метафора о саморазрушении, кризисе среднего возраста, или просто пародия на нуарные детективы. Или это просто эксперимент, который и не должен ничего значить. Если вы любите анимацию, которая не боится быть непонятной, грубой и при этом удивительно атмосферной, это сериал для вас. Я не очень думаю, что эта анимация и этот сериал прям атмосферные, потому что, если честно, даже такое абстрактное понятие, как атмосфера, это что-то слишком приземленное. И
практичное для того, что происходит в этом мультфильме. Я думаю, что это не тот сериал, который нужно смотреть для того, чтобы расслабиться после работы. Не вариант. Это не тот сериал, который нужно смотреть в компании друзей, чтобы просто посмеяться с какого-то абсурдного юмора. При этом это тот сериал, который точно стоит посмотреть, если вам интересно современное искусство внезапно, если вы понимаете про такие вещи, как сюрреализм, постмодернизм. «Поллитровая мышь» существует не для того, чтобы ее потребляли как контент, как мы это сейчас привыкли, но она является буквально произведением искусства, которое показывает, как человеческое сознание пытается осмыслить, по сути, полный хаос, который в каком-то смысле тоже является частью человеческой природы. Всем привет, это Игорь, Старый Видик. Те, кто в курсе того, что я делаю на Ютубе, знают, что Adult Swim не вполне моя тема. Мой контент ностальгический, что погружает людей в яркие воспоминания детства. Взрослых мультов тоже касаюсь, но не часто. Однако насмотренность надо повышать и открывать для себя что-то новое и необычное. Поэтому, когда Макс предложил поучаствовать в марафоне, я сказал: окей, давай попробуем. Я никогда не смотрел «Осьминогов» до этого. Из подобного жанра видел разве что «Поллитровую мышь» смотрели когда-то с друзьями в определенном состоянии и ржали над творящейся дичью диалогами. Я думаю, «Осьминоги» или «Сквидбиллис» в оригинале вызвали бы в свое время такую же реакцию. Это шоу от Дэйва Уиллиса, шоураннера Aqua Teen Hunger Force, и Джима Фортьера, создателя шоу «Брака». Герои мульта – семья осьминогов, что проживает в сельской местности штата Джорджия. Семья, мягко говоря, не из благополучных. Отец Эрли – алкоголик, бывший зэк, агрессивно настроенный чуть ли не ко всем стратам общества мужик. Сынишка Расти или Рыжий – несчастная жертва воспитания такого психопата. Есть еще сестра Эрли, тоже довольно маргинальная натура, похотливая бабушка. Также из постоянных персонажей шериф, что регулярно нахаживает к семейке и часто объясняет, что да как. Тоже крайне шизовый тип. Мои ощущения и мнения о сериале составлены по просмотру первого сезона. Увы, 11 сезонов из 117 эпизодов осилить не смогу. В первом сезоне уже много интересного происходит. Отец семейства пытается найти работу, таково условие его досрочного освобождения. Легче. Первое впечатление? Ты меня надолго запомнишь. Когда вы сообщите о вашем решении? Эй! Эрли и шериф пытаются определить, кто настоящий отец Расти, потому что оба состояли в интимных отношениях с матерью осьминога. Она, к слову, человек. Чисто биологически, по факту, может и нет. Ты занимался с ней сексом! Я убью тебя, стерва! Не надо, папа! В другом эпизоде семья устраивает мероприятие, посвященное нетерпимости по отношению к белым. Да, осьминоги – редкие расисты. Они ненавидят в целом всех, независимо от цвета кожи, но именно по этой ситуации можно оценить непростой юмор сериала. За абсурдом и эпатажем скрывается едкая сатира и слом парадигмы. Во-первых, ситуация с расизмом по отношению к темнокожим вывернута наизнанку. Мол, давайте посмотрим, а как бы это выглядело, если бы какие-то расисты проявляли свою агрессию по отношению к белым, а кто-нибудь пытался бы изменить их точку зрения. Каким было бы общество без белого человека? Элли Уитни, который придумал, как очищать хлопок. Белый. А что эти нигеры пели бы свой рэп, если бы не белые полицейские? А как же рабство, блин? А кто его отменил? Белые. И в этом, возможно, суть сериала. Здесь высмеиваются предрассудки жителей консервативного юга в максимально утрированной и жестокой форме. Бедность от лени, ксенофобия, невежество, религиозная фанатичность. По всем этим проявлениям создатели проходятся, не зная никаких границ. Возможно, для авторов это дело личное. И Дэйв Уиллис, и Джим Фортьер – уроженцы американского юга, и, вероятно, всяких кадров насмотрелись пока росли и впитывали все как губки. Разумеется, в шоу много насилия, похабщины и нецензурной брани. Есть условность, с персонажами может происходить все, что угодно, от ранения до смерти в эпизоде. Но в следующей серии все будет с ними окей. Герои творят любую аморальную дичь, и им все сходит с рук, точнее с щупалец, ведь они редкий вымирающий вид осьминогов. По крайней мере, так они аргументируют свое беспредельное поведение. Шериф хоть и делает попытки социализировать маргинальную семейку, но так как большим авторитетом не пользуется, совершает сизифов труд. И все это безумие и жесть органично воспринимать именно с такой намеренно всратой анимацией. Ключевое слово – намеренно. Конечно, у шоу не было баснословных бюджетов, но не настолько, чтобы не сделать более-менее приемлемую картинку. Сами создатели посчитали, что эти истории не будут производить желаемого эффекта, если будут изображены на уровне. Сложно с этим не согласиться. Резюмируя, проект по-своему занятный. Такое не стоит воспринимать исключительно как наркоманскую чернуху. Попробуем разглядеть за деревьями лес. Смотрите и любите анимацию в любых ее проявлениях. А с вами был Старый Видик. Пока. Да, это уже второй инцидент, как было у Макса Хедрума.
Мы все вернули назад, я надеюсь, что взлома больше не будет. Ну, а мы продолжаем. Религиозных тем мы еще не касались, поэтому пришло самое время. Люси, дочь дьявола. Люси, дочь дьявола. У многих в подростковом возрасте не складываются отношения с родителями. Особенно это касается отцов, которые не могут понять своих дочерей. Как вы поняли, наша история не прошла мимо очаровательной Люси или Люси. Казалось бы, абсолютно рядовой случай, но отец девочки – Сатана. Его единственной целью является покорение всего мира. Наследница – это отличная перспектива по захвату всего сущего на земле. Однако 16-летняя Люси совершенно не желает быть новым антихристом. В таком возрасте и без того проблем достаточно. Школьные будни, свидания, личная жизнь в конце концов. Все это интересует ее куда больше, чем злобные планы папашки. Он то и дело будет пытаться втащить ее в свои не самые святые дела. Все было бы куда проще, если бы не Иисус или Хесус, в мульте его зовут по-разному. Он типа просто диджей с некоторыми магическими способностями, который начал мутить с Люси. Отца этот факт начинает жестко бесить, что приводит к более решительным мерам. К счастью, Люси оказалась хитрее отца. Она с успехом обходит все ловушки и не предает свою веру в любовь. Легко отвлекаются. Также здесь есть еще одна сюжетная линия, которая показывает 3 священников, которые также пытаются пресечь дела Люси, думая, что она и есть то самое зло, которое нужно уничтожить раз и навсегда. Люси, дочь дьявола стал первым проектом Adult Swim, полностью выполненным в 3D. Хоть мульт и не хватает звезд с неба, выглядит он в любом случае сносно. Также создатели не стеснялись нарушать границы, имея в виду буквальные границы, но уже формата кадра. Мульт шел в соотношении 16:9, создавая такую киношную картинку. Но иногда, особенно в моменты бесчинства, объекты могли выходить за границы кадра. Да, сейчас этим мало кого можно удивить, однако тогда, в 2005 году, заставляло офигеть. Ты изменил ты букву в моем имени. Да, ее зовут Лейси. Я на высокой и худая, а ты нет. По большей части мне понравился тон мульта, в особенности потому, что здесь взяли за основу тему религии и стебут ее как могут, показывая дьявола таким типичным пиджаком, а Иисуса типа творческим парнем из народа. Однако стоит признать, что мульт не обрел какой-то популярности и был заброшен каналом Adult Swim. Сейчас о нем совсем не вспоминают. Ну, может, иногда и то только образы Люси и Сатаны. Один из величайших мультсериалов, выходящих на Adult Swim, а темы, которые затрагивал, могут заставить задуматься и в наше время. The Boondocks или Гетто. Мультсериал, или лучше сказать аниме, рассказывает про жизнь черных в Белом районе. Наши главные герои — это семья Фримен. Хьюи, например, 10-летний мальчик с великолепной шевелюрой. Обычно его характер описывают как «умен не по годам». Всегда найдет повод докопаться, если собеседник несет чушь. Флегматик в чистом виде. Иисус был черным. Рональд Рейган был сатаной. Правительство врет про 11 сентября. Спасибо за внимание. Приятного вечера. Хоть и кажется, что он должен вести себя как чистокровный черный, однако все абсолютно наоборот. Он открыто презирает рэп, особенно из-за того, как его изображают в медиа, что каждый черный должен иметь миллионы и хайпить ими направо и налево. В основном он является самым адекватным из нашей тройки. Вторым будет его младший брат, 8-летний Райли. Вот он как раз таки типичный гангста-нигилист, который будет против только потому, что захотел. Ему не нужны для этого причины. Он, наоборот, восхваляет рэп и гангста-культуру, за что поплатится в мульте и не раз. И ружье не пробьет через жилет?
Да в этом жилете как терминатор. Последний Фриман — это Роберт, или просто дедушка. Он такой прям дед-дед, который будет читать монологи о правильной жизни, чистом четверге, и все это долго и нудно. Конечно, если у тебя два диких пацана, которым подавай как можно больше хлеба и зрелищ, тут только правильные моральные нотации и спасают. В любом случае он любит своих внуков, несмотря на их выходки. Кстати, будьте бдительны, в первой серии он вам такое покажет, что, возможно, это отобьет все желание смотреть дальше. Только это плохая идея, ведь мульт действительно крут, и пропускать такое не рекомендуется. Зовите меня папочка, так меня все называют. Ох, надо присесть. Ветчинки. С удовольствием. Голая. Пожалуйста. Сам мультсериал был создан Аароном Макгрудером на основе его же одноименного комикса. Слово в названии «бундекс» переводится как «захолустье», но в большей мере оно означает удаленную местность от города. Однако сейчас значение слова немного изменилось и чаще применяется к отдаленной местности, где живут отсталые или консервативные люди. В названии комикса и мультсериала в частности «бундекс» намекает нам на изоляцию от преимуществ афроамериканской городской жизни, которую чувствуют персонажи на новом месте жительства. Я все сделал круто, а дедушка просто все провафлил. Комикс довольно сильно ругали за различные высказывания, которые сейчас не особо правильно поднимать в обществе. 11 сентября, проблемы с котиками у знаменитостей, финансирование терроризма американским правительством и много чего еще. Позже, конечно, все было зацензурено, иначе просто нельзя было попасть в печать. Дальше я буду говорить в основном о мультсериале, так как их сюжеты не сильно расходятся друг с другом. Основной сюжет строится вокруг конфликтов, вызванных культурными различиями, социальными проблемами и личными амбициями персонажей. Сериал не имеет единой сюжетной арки, но эпизоды связаны общими темами и развитием персонажей. Нет. Ты порождение сатаны. Я должен уничтожить тебя. Каждая серия — это плюс-минус новая история, часто с сатирическим подтекстом. Серия начинается с провокационного монолога Хьюи, например, «Иисус был черным, Рональд Рейган – дьявол», что задает тон на будущее. Сериал высмеивает явный расизм у белых через дядю Рукуса, тоже довольно частый персонаж мультсериала. Также и скрытые предрассудки белого общества, о которых все знают, но предпочтут помалкивать. Мульт также критикует внутренние проблемы черного общества, такие как гомофобия в хип-хопе или коммерциализацию культуры посредством однотипных треков и музыкальных клипов. Плюс к этому в гетто неимоверно часто использовалось слово «нига», что сегодня Adult Swim активно цензурит или вообще убирает серии, которые пускают в повторный показ. Дом боялся попасть в тюрьму и быть анально изнасилованным. Эй, нига! Какая у тебя хорошенькая попка, нига! Если брать обобщенно, то все, что обсуждается и показывается в мультсериале, действительно беспокоило Макгрудера, и он хотел хоть как-то достучаться до народа, чтобы они начали понимать, как их обводят вокруг пальца. Как по мне, это очень классный мув. Можно сказать, он поднялся из неблагополучного района и стал тем, кто смог показать народу его недостатки, которые нужно исправлять. Опять же хочу уточнить, что все это не скатывается в жесткую пропаганду или какие-то грустные истории. В мульте все больше показано с юмористической точки зрения, дабы мы, как зрители, смогли как насладиться проектом, так и нашли о чем подумать после просмотра. Важно отметить визуал, ведь он выглядит как очень качественное аниме. Если говорить точнее, американское аниме. Все очень хорошо детализировано, что не в каждом аниме такое увидишь. Он ссылается на ковбоя Бипопа, что можно увидеть в заставке мульта, а также на самурая Чампалу, как на источник вдохновения для боевых сцен сериала. Плюс к этому часть юмора в мультсериале основана на движениях персонажей, как в аниме. Всего вышло 4 сезона, которые закончились в 2014 году. В первом сезоне стиль наиболее близок к аниме. Боевые сцены плавные, фоны минималистичные, а цвета яркие, но не вырвиглазные. В некоторых эпизодах используют драматическое освещение для усиления сатиры. Привет, детка. Да.
Лучше не надо. Во втором сезоне анимация становится более динамичной, с большим количеством экшн-сцен. Цветовая палитра становится чуть более насыщенной, а пародии на поп-культуру визуально ярче. Извини, я думала, тебе интересен мой богатый внутренний мир. Но ты же врунья! Ты наврала, что ты красавица, а сама уродина! В третьем сезоне стиль сохраняет качество, но добавляет больше кинематографичных приемов, таких как отсылки к фильмам. Фоны становятся чуть-чуть детализированнее, особенно в сценах вне пригорода. Восстание обезьян, помогите! В четвертом, финальном сезоне переход к другой студии слегка изменил стиль. Анимация стала менее плавной, а цвета более приглушенными. Фанаты отметили, что сезон выглядит менее анимешным, что связывает с отсутствием Макгрудера. Боже мой, да чего же вы забавный и вежливый. Не могу поверить, что вы ограбили виноводочный магазин и избивали женщин. Честно признаюсь, я довольно долго откладывал Гетто, так как не особо видел в нем потенциал. Однако сейчас, посмотрев его, я вдруг понял и осознал, что истории про черных могут быть совершенно иными. А уж тем более в аниме-стилистике прям вау. Всем, кто не смотрел, сердечно рекомендую. Вот такой сегодня получился насыщенный на события и людей выпуск. Да, как ты уже заметил, здесь собраны не все мульты канала Adult Swim. Именно поэтому предлагаю собрать 45 тысяч подписчиков, и тогда я выпущу следующую часть. Да, только не надо ворчать, просто я обещал на 25 тысяч подписчиков выпустить ролик, третью часть про Cartoon Network. Я считаю, что все абсолютно логично. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принял участие в коллабе, вы супер! А также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел ролик до самого конца.